Всем привет! Сегодня, короче, продолжаем смотреть видосы. Сравнение вот RX 9070 XT новиночки идут. И, ну, прошлолетние, прошлогодние TI-ка супер. Ну и нейминг, конечно, нормально, короче. В этот раз канал «Мой компьютер» тоже, кстати, нормальные типы. Постоянно смотрю, посмотрим их непредвзятое мнение, так сказать. Давайте чекаем ежа. Так, надо тут еще чуть-чуть. Пришло время. Сегодня тестируем 70-е Ну видеокарты. да, сегодня, когда там 9 дней назад, как раз вовремя RTX смотрю я. 5070 Ti, 5070 без Ti и без 4 гигабайт видеопамяти, Без 12? 4070 Круто. Ti Super, ну и, конечно же, Radeon RX 9070 XT. AMD сразу же перескочили на девятку, по логике следующая 170 XT. Так даже АвтоВАЗ не делал. У зеленых RTX 50 продаются уже давно, а вот красные тянули с выходом 3 месяца. Почему, никто не знает, но, наверное... Ну, все типа говорили то, что там, чтобы на складах накопились, чтобы ценники не росли. Чтобы подполировать драйвера и заполонить рынок дешевыми рексами. Все, как обычно, пошло не по плану. Цены не те, Факт. что обещали, но дефицита видеокарт Столько сейчас было. нет. И купить любую из этих карточек новую в магазине сейчас никаких проблем. Ну, сейчас Единственное, возможно. потихонечку пропадает нормально 40-я прошло. линейка. У AMD RX 9070 XT сейчас, по сути, игровой флагман. Только не говорите это владельцам 7900 XTX. Но да, лучше новых карт нет и пока что не будет. Сегодня посмотрим, как красная компания подружила ее с трассировкой Так, а не будет, да, сравнения с лучей и AMD? рабочими Ну, задачами. ладно. Сравним FSR 4 и DLSS, ну и все эти нейрогенераторы кадров. У Генераторы говно. карточки AMD будут очень серьезные соперники. Напомню, Nvidia позиционирует 70-ки в играх как убить 4090. А вот эта карточка с длинным названием из прошлого поколения здесь как напоминание, насколько далеко мы смогли уйти. 70-ю линейку карт Так. обычно покупают те, кто хотят предтоп с запасом на будущее. В нашем обобщенном рейтинге испытуемые занимают сплошь верхние строчки рейтинга. Стоять. В нашем обобщенном 9070 XT 16. Так. Разрешение для игр 4К. Это в 1440p. 230. рейтинге испытуемые занимают сплошь верхние строчки рейтинга. Актуальные рейтинги процессоров, видеокарт, а также ежедневные IT-новости ищите в нашем Отлично. телеграм-канале. Там же прямо сейчас, если видео еще свежее, мы разыгрываем 5070 и 5070 Ti среди наших подписчиков. Ага. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Это красная Здрасте. карта у нас в гордом одиночестве. Давайте начнем с нее. Линейка RX 9000 лишь исправляет ошибки, допущенные в 7000-х рексах. Единый кристалл, Сейчас вся херня, компания да, это бросила понятно. все силы на новую архитектуру UDNA, Еще один GCN. которая появится где-то Compute Optimized. GPU Architecture. Gaming. через годик вместе с выходом PlayStation 6. Рексы в графике у AMD PlayStation 6 уже будет? А чё, еще чаще-то не можно выпускать? Нельзя, точнее, выпускать очень консольки-то? сильно привязаны к консолям. Поэтому никаких жирных топов. RX 9070 XT это народный максимум. RDNA 4 это слегка обновленная архитектура. Компания обещает поправить печальную производительность в трассировке, серьезно переработав RT ядра. При этом лучи продолжают активно считаться на шейдерах, так Отлично. что обогнать зеленые карты в их родной дисциплине AMD может только грубой силой, нарастив количество вычислительных блоков. Но этого не произошло. У В GCN упали. 9070 Пятый. XT только 4000 шейдеров против 6000 у 4100.
наверное, даже. Да пофигу, в принципе. 7900 XTX. Невелика Конечно, проблема. новые блоки быстрее, но не в 1,5 раза. Так что флагман предыдущего поколения остается в недосягаемости. С памятью тоже грустно. GDDR7 на ближайшие пару лет — это фичи зеленых. Шину Мгм. порезали до Вообще 256 бит, ну а 16 гигов — это уже адекватный уровень для карты выше среднего. Зато зачем-то прикрутили поддержку PCI-Express 5.0, которая для такого GPU Для 16 гигабайт вообще не уперлась. никогда не в принципе, понадобится. да. Техпроцесс почти не поменялся, 4,5 нанометров у TSMC — это одно и то же, поэтому карте для работы необходимы 300 ватт. Спасибо, Хе-хе-хе. хоть оставили Шутка. пару старых 8 Но я и не скажу. пин, так что пыхтеть радионки не должны. На первый взгляд RX 9070 XT выглядит не слишком интересной. AMD здесь сэкономила везде, где только смогла. Но, как оказалось, это был хитрый план — дать людям охолощенный предтоп за очень хорошие деньги, тем самым поставив Nvidia вообще в неудобное положение. Бить такую карту Хуангу просто сейчас нечем. Формально 5070 стоит на 50 баксов дешевле 9070 XT. Но Ну, на это ней формально. зеленые маркетологи отыгрались еще сильнее. 12 гигабайт памяти выглядят просто издевкой для соперницы RTX Зато GDDR7, между прочим, 4090. не надо Немного тут нахуй. Это, блядь, технологии. Нельзя. спасает тут- ситуацию использования GDDR7 памяти. Но все Ничего портит ты не шина на понимаешь. 192 бита, из-за чего реальная Херня полная. пропускная способность находится на уровне RX 9070 XT с гораздо более дешевой GDDR6. Прирост по ядрам CUDA за поколение буквально отрицательный. У 4070 Super вычислительных блоков на 15% больше. 5070 вынуждена выплывать лишь за счет архитектурных Это оптимизаций 5070. в Blackwell. А, там еще Но, TI как мы будет. поняли после теста RTX 5080, буст чуть выше уровня погрешности. В сомнительные Мгм. плюсы можно записать тепловыделение, всего Ой, лишь извиняюсь. 250 ватт, но даже при таком TDP уже есть случаи оплавления проводов на новом разъеме питания. И фактически больше А я смотрел что-то у Пру Хайтек, так сказать, там все с этим, с контактом связано, этих коннекторов и сраных на блоке питания. Вот это вся шляпа. близких конкурентов у 9070 XT нет. RTX 5070 Если вы, конечно, не от Сапфир купили ее. Ti официально стоит Где они спрятали его в жопу, нахуй, прям. Ну, буквально в жопу засунули. на Ну, ничего. $150 дороже. За такую доплату можно взять Ryzen 7500F. Причем у карты хватает своих нюансов. Nvidia выгодно сравнивать ее с RTX 4070 Ti, у которой только 12 гигов памяти, но мы поступим логичнее и Так. 5070, 4070 Ti супер. Ага. Чё там, 2235? 200... Нихера. А вы не научились уже Pixel Fill Ray делать? GCN там, блин, Vega, сколько там было? 60, наверное, от силы. Ну там текстурники прям нормально натягивали. Что-то слишком большой отрыв по текстуркам. Текстурников больше, да, в этом? В TI-ке. Ну, я просто просмотрел, но это может быть очевидно. устроим батл 4070 Ti Super. У нас тут одинаковые 16 гигов на 256-битной шине, но благодаря GDDR7 новинка получает почти 900 гигабайт в секунду пропускной способности. Раньше это было доступно только на топах. Рост числа CUDA ядер снова мизерный, всего 6%, а значит опять вся надежда на архитектурный прирост. Ну и не забываем про 300 Давай. ватт тепловыделения и новый разъем питания, который не славится своей надежностью. В итоге у нас тут интересная ситуация. Ко всем трем новым карточкам с порога есть серьезные вопросы. Но теория теорий, а практика может показать неожиданные сюрпризы, как в случае с процессорозависимыми тестами Так, что там у ARC нас? B580, который в итоге вылился в международный скандал. Кстати, за бугром RX 90 Чего?
2 часа? Надо реакцию Господи, сделать. вылился в международный скандал. Кстати, за бугром RX 9070 XT просто сметают с полок магазинов. AMD говорит, что никогда не продавала столько RX, так что давайте тестировать. Проверять квартет да. будем на 6-ядерном игровом Ryzen 7 600X 3D, чтобы точно не было упора в процессор. Оперативная Хочу такой. память комплект Viper Venom DDR5 Веном. 5-6 Сука. тысяч на 32 гигабайта с 30-ми таймингами. О, 77, это как у меня. Это идеальный баланс под Ryzen на AM5. Все игры и Windows 10 стоят на быстром NVMe SSD. Начнем с прогрева подопытных в нагрузочном суперпозишене при 8К Осуждаю разрешении. прогревы. В RTX 40 и 50 производители стали ставить в предтоповые карты жирные трехкулерные системы охлаждения. Угу. И заодно прекратили глубокие разработки текстолита, перейдя к плюс-минус одинаковой элементной базе. Это хорошо видно по температурам. Все три Так, 66, 70. RTX прогрелись до 65 градусов по чипу и Так, ну это 75 нормально. градусов по памяти. Не сильно. Датчик Hotspot в RTX 50 Ебать. отключен, но кривыми чипами славится не Nvidia. Реальная дельта обычно не превышает 10-15 градусов. С потреблением тоже никаких аномалий. Обе тишки требуют для работы около 260-270 прям- ватт, тянут из розетки на 100 ватт больше, и это логично, с учетом остальных компонентов и КПД блока питания в районе 85%. 50-70 нужно на 30-40 ватт меньше. Так что формально систему с ней можно запитать от хорошего БП на 450 ватт. А вот 9070 XT продолжает дело горячих топов 7000 серии. Потребление выше 300 ватт. Из розетки система тянет все 400, а заодно дельта в 20 градусов Хорошо, по что- чипу а и тут вообще, прогрев памяти до 85 градусов. При этом уже есть несколько случаев кривых чипов с хотспотом за 110. Так что при Мгм. покупке Так он длинный, RX сосиска, первым смотри, делом, какая. это уже традиция, прогоняем тяжелый бенчмарк и смотрим на температуры. Такие видеокарты отлично подходят не А только боба? для игрушек, но и для рабочих задач. RX приятно удивила в последнем премьере, она не только грузилась на все 100, но и смогла обойти зеленое трио, пусть и формально на 5%. У RTX 50 декодер явно получше, чем в RTX 40, но на деле разницу в несколько секунд при Незаметно. двухминутном рендере тяжелого 4К ролика заметить нереально. А вот Blender смог удивить. В нем на первое место вырвалась 4070 Ti Super. Обе Ну, тут RTX как обычно. 50 отстали на 10%. Ну а RX вообще грузится лишь наполовину и плетется далеко позади. Причина проста. Этот опенсорсный 3D движок рендеринга требует заточки под каждую архитектуру. И тестовая сцена годовалой давности уже не совсем корректно работает на новых картах. Угу. Модельки, собранные под свежими версиями блендера, могут грузить Radeon на все 100. Но сильно ситуацию это не изменит. Хотите быстро рендерить, берите зеленые карты с поддержкой Да это CUDA и я особо-то и Optix. долго. Красный хип это костыль. С нейросетями на RX 9000 вообще полный аут. Все большие языковые модели изначально затачиваются под CUDA, и на красных картах их можно запустить через костыль ROCm. Он превращает зеленый код в Росмо. подходящий для Radeon. Так. Формально LM Studio имеет поддержку ROCm, но его последняя реализация под винду работает только с RX 7000 Нихера себе. и 6000. Обходники, В общем, мои если же. двухчасовые танцы с бубном ни к чему не привели. LM Studio упорно не хочет работать на RX 9070 XT. Возможно, я что-то делаю не так, и есть особо сильное колдунство для запуска нейросетей на свежих Radeon. Напишите Есть. об этом в комментариях. Наверняка. Но в чем я точно уверен, Но мне если вы похуй на хотите беспроблемную работу LM Studio и ее аналогов, Покажите берите карты нам. Nvidia с поддержкой CUDA, О, где все это запускается из коробки. Ничего не Вот нужно апскейлинг настраивать, интересно. достаточно просто скачать нужную нейросеть и начать задавать ей вопросы. А вот Radeon, как по мне, это для тех, у кого очень много свободного времени.
Дистиллят DeepSeek R1 наглядно показал, почему все техногиганты скупают карты Blackwell для обучения нейросетей. RTX 5070 оказалась чуть быстрее 4070 Ti Super, ну а 5070 Ti просто витает в облаках с отрывом в Витаешь? 20%, обеспечивая почти 100 токенов в секунду. Перед тестами игрушек давайте окончательно разберемся с сортами мыла и дегенераторов. Здесь хватает Так. неочевидных нюансов. Начнем с распиаренного DLSS 4, который творит настоящую магию и делает картинку из половины пикселей лучше Теперь надо максимум включить графон. натива. На практике переход на новую трансформацию модель действительно делает картинку немного четче, но в Ну, играх с чуть-чуть. хорошей реализацией DLSS 3 разницу нужно буквально искать под лупой. Так же К тому же мерцает новый нахер. умный апскейлер будет добавлять артефакты на всякие решетки и другие Да. повторяющиеся объекты. Более того, DLSS 4 со старой сверточной моделью, то бишь в режиме DLSS 3, будет на 5-10% быстрее нового трансформа даже на RTX 50 Ну это с нормально. прокачанными тензорными Качество ядрами. же В хуже случае с в более каком-то старыми смысле. RTX 30 и тем более 20 удар по FPS будет еще сильнее. А значит, не стоит бездумно менять версию DLSS на последнюю в приложухе NVIDIA. Если вам нравится картинка с DLSS 3, наслаждайтесь игрой. Визуально разницу с четверкой можно и не заметить. Я прям очень долго искал моменты, чтобы вам их показать. А вот кадры в режиме DLSS 4 упадут гарантированно. У красных с FSR 4 таких нюансов нет. И хотя 4К впечатляющий производитель. теперь этот апскейлер опирается на тензорные ядра, как и DLSS, буст производительности сравним с FSR 3. Здесь магия Так. доступна бесплатно, но только владельцам RX 9000. К тому же в Адреналине можно включить принудительный FSR 4 для всех проектов с FSR 3.1, поэтому владельцы новых Radeon на старте получили буквально всю библиотеку игр за последние пару лет с новым умным мылом. Но я бы не Нормально. сказал, что есть Так разницы почти нет. Я, по крайней мере, не вижу. Может, я не знаю, куда смотреть. Хер его знает. значительная разница между FSR 3 и 4, Волосня даже на также производительном квадратит. пресете. Картинка просто становится другой. Где-то лучше, где-то хуже. В общем, тут уже все зависит от конкретной игры. В любом случае, влияние на... В общем, тут уже Жопа квадратная. все зависит Пытается от детали конкретной найти игры. или что? В любом случае, влияния на FPS нет, а значит, можно играться с заменой апскейлера сколько душе угодно. Ну С да. генератором кадров в FSR 4 тоже есть серьезный подвох. Его там нет. FSR 4 это только апскейлер. Генерация осталась из FSR 3 и все так же вставляет фейковый кадр между двумя готовыми. Это сильно бьет по задержке. Снимать ее показания на AMD то еще приключение, приходится запускать дерганый вылетающий latency meter, но вот на примере Киберпанка хорошо видно, что включение генерации X1. Чё? Так, что это такое? А, вот. Все, 61. 20%. увеличивает кадры вдвое, но при этом задержка растет в 1,5 раза. Для каких-нибудь игрофильмов да, 1,5 пойдет, раза. но вот в шутеры так не поиграешь. Это же относится и к генератору AFMF. Его можно включить в Адреналине. Менять фейковый кадр на рост задержки имеет смысл далеко не во всех В Ведьмаке игрушках. нормально Тем работает, более, кстати. такая реализация хуже интегрированного в движок FSR. У DLSS 4 проблема выражена слабее. Здесь новые кадры додумываются на лету и меньше бьют по отзывчивости. На RTX 5070 в Киберпанке генерация одного фейка при 60 FPS увеличивает задержку в среднем на 25-30%. При этом Ага. создание второго и третьего сгенерированного кадра увеличивает input lag на считанные миллисекунды, что и дает возможность творить магию с превращением 60 FPS. Нет, не в 240, а всего в 150.
Да, Хуанг Ну очередной нормально, нормально. раз не раскрыл всей правды. На практике генерация нагружает не только тензорные ядра, но и CUDA-блоки. А чем их меньше, тем больше отбирается ресурсов видеокарты для создания Ну это очевидно, что когда упор в ЦПУ идет, тогда генерация нужна. фейков. И это лучше всего видно Это же, блин, очевидно и так 4К было. не на самых топовых карточках типа RTX 5070, где X4 режим на практике превращается в X2,5. На 5070 Ti с более мощным чипом ситуация получше. Здесь X4 генерация на самом деле увеличивает кадры в 3 раза, ценой аналогичного роста задержки на треть. И просто для сравнения напоминаю, на флагманской 5080 все тот же режим X4 работает как X3,5. А значит, только на топовой 5090 за очень много рублей DLSS 4 будет работать так, как завещал нам Хуанг. Зато владельцы RTX 40 точно будут довольны. Для них новый генератор тоже доступен, но только в режиме 2X. Задержка на 4070 Ti Super от фейкового кадра растет на те же 25-30%. Ну так это Ну и рост, нормально, разумеется, чё? далек от двухкратного. Не сильно высокая, 60 миллисекунд латенси. При времени кадра 9. На деле можно получить только 1.65x Пиздец. в 4К разрешении. Также для RTX 50 через NVIDIA App можно включить аналог AFMF от AMD. Технология называется Smooth Motion, которую перевели как плавное движение. Работает она на уровне DLSS 3 или FSR 3, просто Так. вставляет еще один кадр между двумя реальными. Поэтому та же Нормально. проблема с серьезным ростом задержки, что сильно ограничивает реальное использование такой магии и уж точно не поможет превратить 30 FPS в 60 без серьезных последствий для отзывчивости. В итоге что мы видим? Апскейлеры DLSS 4 и FSR 4 далеко не панацея. Первый снижает производительность, второй работает только на RX 9000, и разница с предыдущими сортами мыла видна далеко не всегда. Четвертая генерация кадров NVIDIA на слабых картах работает ощутимо хуже, чем на топах. Хваленый генератор X4 на 5080 и на 5070 работает как будто это две разные технологии. А на Radeon вообще остался старый генератор с ощутимым ростом Ну задержки. все, давай. В общем, Ща будем магией пока жестко. даже и не пахнет, поэтому дальше все тесты Это не магия. мы будем Мгм. проводить Где мой 2015? без фейковых кадров и с теми версиями апскейлеров, которые доступны в самих играх. Начнем с 3D марков. Эти тесты уже давно потеряли какой-либо А Марк хороший был. авторитет, они просто показывают какие-то там баллы, но по традиции их нужно посмотреть. В TimeSpy новая 5070 всего на 5% слабее годовалой 4070 Ti Super. Разница между новыми 70-ками Лашпедус. уже 20%. Ну а RX 9070 XT тут лидер. Radeon на 30% быстрее RTX 5070, которая стоит лишь на $50 дешевле. В более новом стилномате ситуация такая же, 5070 все еще в аутсайдерах, Как-то теперь нормальная отставание от разница, 4070 Ti Super возросло до 10%, кроме вот этого, конечно. 5070 Ti быстрее обычной версии на 30%, ну а красный топ почти на 40% быстрее 5070. Игровые тесты начнем в новом долгом тесте Monster Hunter, который успел прославиться своей не лучшей оптимизацией при посредственной графике. В 2К на ультра настройках графики без каких-либо апскейлеров бенчмарку нужно 13 гигабайт видеопамяти. Но и на 12-гиговой RTX 5070 проблем замечено не было. В ее Кроме случае отсутствия. движок успешно подсасывал необходимые данные из оперативной памяти. В итоге Подсос. расстановка сил тут не поменялась. 5070 снова слабее всех и выдает 70 Да? FPS. Отставание Как 5-7% от 4070 Ti Super. Амуе. Старшая тишка почти на 20% Ну, в это говно, наверное, никто не быстрее играет, своего конечно. младшего собрата. Ну а 9070 XT снова почти на 10% оторвалась от более дорогой 5070 Ti. Правда, ценой Жора на 50 Вт больше, но в десктопах это никакой роли не играет.
Когда я сводил тесты Киберпанка, сначала решил, что на 4070 Ti Super что-то пошло не так. Но перетест ничего не поменял. Да, в этой игре на впечатляющих настройках в 4К разрешении с апскейлерами на качество годовалый предфлагман сразу на 15% проиграл среднячку RTX Так это, 5070. понятное дело, там Nvidia задрачивает на эту игру. Нормально. Явно что-то там подкрутили. Но по иронии это ударило и по свежим карточкам. Разница между 70-ками всего лишь 10%. И только у 9070 XT все стабильно. Она почти на четверть быстрее младшей 5070. Списать такие результаты на артефакты я не могу, да и производительность вполне адекватная. На 50-70 FPS можно без всяких проблем пройти Киберпанк от и до. Еще более удивительно, включение трассировки снова выстраивает зеленые карты по ранжиру. Путевые лучи здесь перебор, даже в 2К с DLSS на качество. Но вот с ультратрассировкой младшая RTX 5070 выводит за 70 FPS. При этом 4070 Ti Super быстрее почти на 15%. Ну а лидер теперь 5070 Ti. Она Здесь явно какая-то ошибка, брат. сразу на четверть обгоняет. Надеюсь, он в комментах брата. написал то, Кстати, что да, RX оговорку. 9070 XT не словила бледного, она тоже выступила достойно, больше нет серьезного отставания от зеленых карточек, но все равно изделия Хуанга лучше справляются. Ну да, местами потерялась чуть-чуть. Свежий красный флагман, который до этого везде обгонял 5070 Ti, с трассировкой выдал на 5% меньше FPS. Давайте добавим в тесты второй Last of Us, который на удивление сразу же вышел с хорошей оптимизацией, в отличие от первой части. Здесь нет серьезного жора видеопамяти, для нативных 2К с ультра настройками графики хватает 10 гигабайт. При этом даже RTX 5070 выдает под 80 FPS в начальной тяжелой лесной сцене с красивой картинкой. Спустя 3 года портирования игр на ПК, программисты Sony наконец-то сразу же сделали все как надо. На RTX 4070 Ti Super кадры почти на 10% выше 5070, а старшая тишка вообще на четверть быстрее собрата и нередко пробивает сотню кадров. Рыкса снова удивляет, но вот в этот раз с плохой стороны. Я думал, что игра, которая изначально затачивалась под PlayStation, в которой стоит графика на базе RDNA, будет работать побыстрее. Но красная карта со схожей архитектурой проседает до уровня RTX 5070. В любом случае Sony и AMD старые союзники, так что ждем новых драйверов и патчей. Они могут сильно поднять кадры на новой Radeon. Да, мне кажется, в любом не случае, особо. с такой неплохой оптимизацией можно замахнуться на 4К. Чутка замыливаем картинку апскейлерами на качество. И в таких условиях игре хватает 11 гигабайт памяти. На радость RTX 5070. Но что интересно, на 9070 XT потребление доходит до 14 гигабайт. И это явно намекает на проблемы с драйвером. Но никаких фризов. На всех 4 картах практически идеальный график времени кадра и отличная производительность. Даже 5070 в 4К отрисовывает комфортные 60 FPS. Radeon буквально на погрешность быстрее, RTX 4070 Ti уходит вперед уже 70. На 10%, но 5070 Ti почти на четверть. А вот Индиана Джонс сразу отказался сотрудничать с RTX 5070. Обычно реконструкция лучей позволяет улучшить качество трассировки, ну и немного поднять производительность. Но вот включение фичи на жертве 12 гигов это приводит к падению FPS сразу же вдвое. А дело в том, что различные апскейлеры и прочие нейросетевые фичи требуют для своей работы несколько сотен мегабайт видеопамяти. И если она забита уже под... 2К впечатляющая трассировка, средняя... трассировка средняя. Завязку. Понял. Использование для магии далекой оперативной памяти приводит к резкому падению производительности. И раз у 5070 такие проблемы случаются даже в 2К, ни о каком лучевом 4К гейминге с обгоном 24 гиговой 4090
можно даже не мечтать. В итоге на впечатляющих настройках так графики там вся память почти 1440p занята. со Вулкан, средней ёпта. трассировкой DLSS Зарезервировала на качество и всё. без реконструкции лучей на 5070 можно получить около 50 FPS в первой тяжелой локации. При этом на 4070 Ti Super производительность сразу на четверть выше. И не в последнюю очередь благодаря 16 гигам памяти, из которых занято больше 13. RTX 5070 Ti с GDDR7 вообще уходит в отрыв, она на 40% быстрее младшей версии. Вот к чему приводит экономия на памяти. И что Пиздец. удивительно, новый Radeon здесь справился. Да, хорошо видно, что красной карте трассировка пути дается с трудом. Занято 15,5 гигов видеопамяти, а потребление бьется в отсечке на 300 Вт. Но при Нормально, этом нормально. кадры держатся 3000 плюс-минус на мегагерц. уровне RTX 5070. Правда, временами бывают прям жесткие такие секундные фризы. И это снова намекает на сырой драйвер. Но в любом случае, это первая радионка, на которой можно относительно комфортно поиграть в Индиану с продвинутыми лучами. При переходе в честные 4К на ультра настройках без лучей, долгие фризы на 9070 XT никуда не ушли, так что дело точно не в трассировке. Что еще интересней, кадры на RTX 5070 и Radeon 4К снова на впечатляющие. одном уровне. То есть опять ловим легкий упор в видеопамять на зеленом огрызке. А ведь Хуанг выдавил из себя RTX 5060 Ti на 8 гигов. Пиздец. И, наверное, вы уже знаете, что с ней случается в Индиане. Что интересно, повышенное разрешение тяжело дается и TI-версиям. Тут их превосходство над 5070 меньше, чем в 2К, что еще раз показывает невозможность компенсации узкой шины быстротой памяти. Когда мы тестировали Ведьмака на RTX 5080, мы столкнулись с мерцающими текстурами. И судя по всему, для новых карт Nvidia это не баг, а фича. В моторспорте при включенной трассировке ровно такая же проблема. Вы можете ее увидеть на белой обочине. Неожиданно возникают такие серые пятна. При этом ни на RTX 40, ни на новой Radeon'ке таких артефактов нет. Так что в перечень к отсутствию физикса можно смело добавлять графические проблемы в части проектов. А ведь когда-то драйвера Nvidia считались лучшими по качеству. И Ну вот, там изменения очень большие в архитектуру, скорее всего. Поэтому такая судя по хуйня. всему, эти Они, по-моему, еще когда они в этот Аду выпускали, там пиздец артефакты был. помогают новым картам. В 2К с полной трассировкой 5070 отстает от 4070 Ti Super всего на один кадр, что при 75 FPS можно считать погрешностью. Разница между 5070 Ti и обычной версией около 15%. Ну а RXA традиционно отстает из-за лучей, хоть и выступает чуть быстрее 5070. В любом случае, Нормально. комфортно можно поиграть на всех карточках, Комфорт. если, конечно, забыть про внезапно возникающие пятна на асфальте у зеленых новинок. Можно замахнуться даже на 4К, подключив апскейлер на качество. Артефакты никуда не уходят, а расстановка зеленых карт почти не меняется. 5070 с трудом переваливается Так. за комфортные 60 FPS, 4070 Ti Super быстрее буквально на погрешность. Теперь все быстрее 5070 Ti 90-70. увеличивает Это нормально. отрыв от младшего брата на 20. Это что, время? А, время, понял. И FPS, да? А вот красной карте от лучей в таком разрешении Хорошо. немножко поплохело. Она чутка не дотягивает до RTX Стабильность. А почему? 5070. Афро-японский Assassin неожиданно смог раскрыть потенциал новой 9070 XT. Так. А еще неожиданно вперед вырвалась RTX 4070 Ti Super. Она смогла обойти свежую 5070 Ti почти на 10%. Перетесты показали ту же ситуацию. Никаких артефактов, а значит остается поздравить Ubisoft с очередной шедеврально-выборочной оптимизацией. В итоге в 2К на ультра настройках с трассировкой и DLSS на Так нормально качестве же. 5070 Никто, отрисовывает около понятно, 50 50-70. FPS. Занято всего 6 гигов видеопамяти. Учитесь, Потрясно. разработчики Индианы.
Но при этом 4070 Ti Super быстрее сразу на треть, а 9070 XT уходит в какой-то межгалактический отрыв с приростом в 50%. Немного нарушим правила, подыграем провалившиеся ниже 60 FPS 5070. Поднимем плавность ценой роста задержки при помощи активации генератора в 2X режиме. В самой игрушке это сделать не удалось, только через NVIDIA App, а ведь релиз Ассасина специально переносили, чтобы поправить все баги. В любом случае, фейковый кадр позволяет 5070 временами пробивать сотню FPS. А вот 9070 XT теперь полностью раскрывает возможности быстрых мониторов. Вот это Wukong да. тоже показал на RX 9070 XT аномально хорошие результаты. Аномально. Свежая радионка сразу на четверть быстрее 5070 Ti в 2К на ультра настройках графики с апскейлером на качество. При этом активация Хорошо. FSR в этой игрушке приводит к жестким фризам, которые хорошо Плохо. видны на итоговом графике. Переход на родной для пятого Unreal апскейлер TSR проблему полностью убирает, и при этом производительность остается на том же уровне. На зеленых картах тоже странности. 4070 Ti Super быстрее 5070 только на 8%, а 5070 Ti обгоняет обычную версию меньше, чем на 15%. Это наименьшая Минимум. разница во Мгм. всех протестированных играх. Может быть, что-то не так с игрой или свежими драйверами NVIDIA и AMD, ну или индусы в очередной раз замечательно обновили Windows. Если включить ультратрассировку в Возможно. 2К на максимальных настройках графики с FSR в качестве, Radeon на удивление держится бодрячком. Карта, конечно, отстает от 5070 Ti, но не критично. 50 против 60 FPS. Так что инженеры AMD заработали на миску риса, а может быть даже кошка-жена. В Вот архитектуре это да. RDNA 4 действительно серьезно переработаны блоки трассировки. Просто сравните геймплей с бывшим флагманом 7900 XTX, которая на тех же настройках устраивала слайд-шоу при совершенно неиграбельных 20 FPS. Факт. Заодно можно оценить, Мощь. как FSR волшебным образом делает из обычной воды всратую. Все-таки третья версия красного апскейлера без тензорных ядер плохо справляется со сложными сценами. В FSR 4 это поправили, но в Wukong его не добавить в игре только FSR 3, а нужен 3.1. Ну и Rockstar, которая продолжает тянуть десятилетнюю GTA 5, и после пары лет бета-теста на консолях, ПК-бояре получили бесплатный апдейт с достаточно трассировка. тяжелой трассировкой Ебать. лучей. Тестировать квартет подопытных будем в Отлично. 4К, на ультра настройках графики и лучами на высоком пресете, там есть еще и ультра. В таком случае игрушка хорошо грузит свежие карточки и при этом 50 Нормально, прям не GTA-шка. проваливается в финальной сцене ниже 60 Могёт. FPS. Она обеспечивает Чуть-чуть в не среднем могёт, но могёт. 70-80 комфортных кадров. RTX 4070 Ti Super почти на 20% впереди. 5070 Ti обгоняет младшего брата уже на треть. Ну а Rexia традиционно не очень хорошо работает с проектами Rockstar, да еще и с трассировкой в 4К разрешении, поэтому она оказывается на считанные проценты быстрее обычной 5070. После недели непрерывных Отлично. тестов, анализа, я могу с уверенностью сказать, что в этот раз ни у кого не было цели сделать вот прям хорошо. И это не потому, что прирост за поколение здесь мизер, до этого мы еще дойдем. Основная проблема RTX 50 это сырые драйвера. Даже спустя 3 месяца доходит вплоть до артефактов. У 9070 XT графических багов я не встретил, но вот неожиданные фризы замечены были. В этом плане Мгм. красные карты никогда не меняются. Они И вполне закономерно, что даже с Драйвера, учетом да. искусственного дефицита, RTX 5070 местами уже продается ниже официальной цены. Это самая бессмысленная видеокарта нового поколения на данный момент. 12 гигабайт видеопамяти ей не хватает, чип не способен честно Говнище. тянуть новый генератор кадров, 5070 не может тягаться даже 4070 Ti Super, стоимость 70. Фух. 44% в Уконге преимущество.
Ты чё, угораешь, блядь? Ебать, это же, ну, хорошо прям. Это прям отлично, блядь. По нашей таблице тестов годовалый предтоп быстрее на 10%. Но с другой стороны, если усреднить текущую цену между крупными магазинами и торговыми площадками, 50-70 на момент записи ролика можно найти за 70 тысяч рублей, что делает ее самой выгодной по стоимости одного FPS. Сравнение с 4090 не сработало, и карта оказалась вообще никому не нужна, из-за чего Конечно, там 12 гигов, какая вот эта 4090. 5070 продолжает дешеветь. Ее следовало назвать RTX 5060 Ti, но, как вы знаете, такая карта уже недавно вышла. Но о ней мы поговорим в каком-нибудь другом обзоре. Побыстрее бы надо, 5070 конечно, Ti её многие тестеры называют достойным решением нового поколения. На деле разница с 4070 Ti Super смешные 10%. В большинстве игр без мониторинга вы вообще не поймете, где какая карточка. Заметить разницу можно только в появившемся в 2,5 играх генератором X4, который реально работает Ну как да, X3 памяти 16 гигабайт, как было. Как так и хз там написано. есть DLSS и так работает на всех RTX. Единственная причина брать вот эту карту — завышенная цена на остатки 4070 Ti Super. Да, во многих региональных DNS карта все еще доступна новой. Но это ненадолго. Талант команды Хуанга вовремя остановить производство предыдущего поколения, чтобы избежать конкуренции с самим собой. В общем, не выйти на самих себя. Поэтому я не удивлюсь, что через годик эта же история повторится с 5070 Ti. Что касается RX 9070 XT. Так, давай. Как обычно это бывает с радионками, все очень сложно. В среднем по 14 тестам она быстрее RTX 5070 Ti всего на 5%. Но в России Radeon стоит лишь на пятерку дешевле, из-за чего цена одного кадра практически одинаковая. Остается надеяться на дальнейшее снижение стоимости. Все-таки официальный ценник на Radeon ниже сразу же на $150, что должно превратиться в дельту, 1015 рублей. А пока за свои 95 тысяч карта не выглядит интересной. В играх с трассировкой красный флагман выступает лишь на уровне 50-70, а ведь таких проектов становится только больше. Плюсуем сюда традиционные нюансы в рабочих задачах, нейронках и то, что $600 это вообще-то 50 Но мне-то не уперлись эти ваши нейронки. тысяч рублей, а не 100 тысяч, как ее сейчас продают. В общем, единственное верное решение — это просто ждать. Для тех, кто еще не понял или мотает, RTX 5070, она своих 70 тысяч вообще не стоит, ценник падает достаточно быстро. Я купил ее где-то месяц назад, это было $680, там есть места. Или около 55 тысяч. Wildberries, что ли, или Озон, есть места. Так что за 50 тысяч вот это будет топ. Ну или подождать супер версию, которую через 50 тысяч? годик выпустит Да, было время, когда 4060 стоило 50 тысяч. Nvidia и закинет Пиздец. туда 16 гигов памяти. 9070 Суперскую версию надо ждать. XT Она по-любому будет. интересно за 60-65 тысяч рублей, но явно не за сотку, которую сейчас за нее хотят. Брать стоит только под игры. Трассировку, да, она теперь тянет, но все-таки видеокарты Хуанга делают это быстрее. 5070 Ti из всей вот этой троицы имеет наименьшее количество проблем, но опять же 100 тысяч рублей этого она не стоит. Как и 4070 Ti Super, которую еще можно... Еще бы, блядь, видеокарта стоила 100 тысяч. Как калина нахуй. найти, которая тоже стоит, примерно сотку. Там есть магазины 94, но что-то около того. Пиздец. И самое печальное, что ждать снижения цены на 5070 Ti не стоит. Топовых арок и радионов у нас не будет, поэтому, к сожалению, Nvidia вот в этом поколении монополист. В описании ссылочка на наш телеграм-канал. Возможно, там еще идет розыгрыш свежих карточек. Переходите в МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Да, давай. Пока. Ну а чё, в целом-то неплохо было.
Нормально, AMD, короче, справилась в этом поколении неплохо. Так что давайте, всем удачи, всем пока, все довольны, всем спасибо, до связи. Мгм.